Приветствую вас на своем канале о вязании крючком. Меня зовут Кристина, и в данном видеоуроке мы будем вязать сервировочную салфетку столбиками с накидом с бесшовным соединением. Так вот она выглядит с изнаночной и с лицевой стороны. Мы будем делать, как сказать, можно сказать, двойную обвязку. Вот эта обвязка будет состоять из столбиков с накидом, а самая верхняя это просто соединительные петли. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Соединение мы будем делать с помощью хвостика. Мне нужна это средняя размером салфетка. Я оставлю сантиметров 80. Откладываю хвостик. Приступим к вязанию. Немножечко сейчас, может быть, для вас будет непривычный способ, как делать кольцо амигуруми. Прямо не перекрещиваем наши нити. Это рабочая нить. Теперь хвостиком обводим вокруг пальцев, придерживаем. Вводим крючок под рабочую нить, прокручиваем так и вводим под две нити. Отпускаем и все придерживаем руками. Подхватываем рабочую нить и выводим ее сюда. И провязываем эти две петли на крючке. Делаем петлю подъема. Таким образом у нас получилась имитация первой петли. Теперь в кольцо нам нужно провязать еще 12 столбиков с накидом. Одну мы уже провязали. Тринадцатый столбик провязываем не до конца. Провязали вот 2 петли на крючке еще рабочей нитью. Дальше берем хвостик и полностью выводим его. Вводим крючок под горизонтальную петлю, подхватываем наш хвостик и выводим его назад. Переворачиваем, вводим крючок вот под эту перемычку и в середину косички. Подтягиваем хвостик и петельки. Такой первый ряд у нас получился. В следующем ряду мы будем делать прибавки в каждую косичку. Делаем накид и заводим крючок туда, откуда у нас выходит хвостик. Я буду вязать прям вот сюда в косичку. Вы можете вязать вот под косичку, где есть свободное отверстие, как вам нравится. Две петли на крючке, я их провязываю и делаю воздушную петлю. Далее делаю накид, провязываю сюда еще один столбик. Накид, вяжем в следующую петлю, в следующий столбик также 2 столбика с накидом. И так вяжем до конца ряда. Почти провязала до конца. В последнюю петлю вяжу также вот 1 столбик и второй провязываю не до конца. Теперь подхватываю хвостик и вывожу его через 2 петли на крючке. Завожу хвостик в горизонтальную петлю,
точнее крючок, и вытягиваю хвостик назад. Переворачиваю, завожу крючок под вот эту перемычку и в середину. И вывожу хвостик назад. Такое соединение у вас будет из ряда в ряд одинаково. Далее делаю накид, ввожу крючок вот в эту петлю, откуда выходит хвостик. Теперь будем вязать поочередно. В первый столбик делаю прибавку, в следующий вяжу одиночную. В следующий столбик прибавка, потом одиночная. Таким образом чередуем до конца ряда. Таким образом вы вяжете салфетку для нужного вам размера. Как делать прибавки я расписала в описании под видео. Соединение у вас остается одинаковым из ряда в ряд. Увидимся, когда довяжете до нужного размера. Я связала вот такую небольшую салфеточку. Мне такого размера достаточно. Приступим к обвязке. Я взяла контрастную нить, чтобы было видно лучше, и уже провязала, так сказать, первую часть обвязки. Здесь в начале мы делаем один столбик без накида. Далее в конце я сделала один столбик без накида и продолжаю вязать. Всегда последовательность будет одинаковой. Столбик без накида, далее идет полустолбик с накидом. Я вяжу сюда же в косичку, делаю накид и провязываю полустолбик. То есть провязываю сразу петли на крючке. Далее вяжу еще один полустолбик с накидом. В следующую петлю вяжу столбик с накидом. В следующую вяжу столбик с двумя накидами или с двойным накидом. То есть я делаю накид, вывожу рабочую нить, провязываю только рабочую нить вот эту. Далее снова делаю накид, провязываю 2 петли на крючке и провязываю еще 2 петли на крючке. Таким образом нужно провязать еще таких 2 столбика с двойным накидом. Провязали одну нить, провязали 2 и еще раз 2 и третий такой же. Далее вяжем столбик с накидом. Потом полустолбик с накидом. И один столбик без накида. Такая обвязка у нас получается. Если брать пряжу толще, она будет смотреться объемнее, и как волна будет побольше. Будет смотреться, конечно, поинтересней с более объемной пряжей. То есть если взять, допустим, шнур 4 миллиметра. Далее вяжем также. Столбик без накида мы уже провязали. Вяжем полустолбик с накидом. В
следующую полустолбик с накидом. Далее столбик с одним накидом. И далее 3 столбика с 2 накидами. То есть сюда такой столбик с двойным накидом, сюда и сюда. Таким образом вяжем до конца ряда, не забывая, что здесь у нас столбик без накида, 2 полустолбика с накидом, 3 столбика с двойным накидом, 1 столбик с накидом, полустолбик и 1 столбик без накида. По желанию можно сделать еще одну обвязку с соединительными столбиками. Вот это наша последняя петелька. Ввожу крючок под первую косичку, подхватываю уже другую нить светлую и вывожу ее через последнюю петлю. Далее буду вязать просто под косички соединительными столбиками. Ввожу крючок под косичку и провязываю соединительный хвостик. Таким образом вяжу до конца нашей салфетки. В салфетке можно объединить любые цвета, которые вам нравятся, и связать любым размером. Дошли до последней петли, обрезаем нить с небольшим запасом, чтобы спрятать кончик. Полностью вытаскиваем. Сзади вводим крючок под перемычку и вот в середину беленькой косички нам надо ввести. Такая вот салфеточка у нас получилась. Все хвостики мы обрезаем и прячем с изнаночной стороны. Спасибо за просмотр.